И сейчас я зайду немножко издалека, но вернусь к тому же хорошо и к тишине, к наслаждению. Например, когда вы даете задание кому-то из своих партнеров, чтобы сделали то-то, 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 что вы делаете? Вы даете ему само задание, и вы даете ему инструменты, если в них есть нужда, чтобы он это сделал достойно. Правда? Почему мы думаем, что наша Божественная сделала не так? Неужели оно менее разумное или менее емкое, чем мы с вами? Наверное, нас сюда отправили и экипировали всем тем, что нам необходимо. Нам дали тело, которое в этом мире очень легко адаптивно, которое может изменяться под что угодно, и дыхание. Вот, собственно, все. Ну, понятно, что разумность. Но я сейчас говорю вот о таких вещах. Вот это все наши инструменты. Тело, разумность и дыхание. Тело работает как часы, и мы с вами его не подкручиваем, не каждый раз не подделываем. Оно само по себе тикает, тикает, тикает и тикает. И инструмент идеальный. Идеальный для того, чтобы мы могли адаптироваться где угодно. Где угодно. Когда я легко живу где-то, то это говорит о чем? Я нахожусь во внутренней радости, я нахожусь в тишине, я нахожусь вне борьбы. Я нахожусь в гармонии с миром. Так вот, нам все дали сразу. Все инструменты, в которых мы нуждались, нам все дали. Просто мы не умеем этим пользоваться. Когда мы бежим, мы начинаем дышать более активно, правда? То есть тоже все инструменты работают. Работают как часы. Работает наша разумность. Мы бежим и смотрим себе под ноги или смотрим туда, куда мы бежим. Вот 3 инструмента, которые с нами работают. Вот это то, что нам дали с самого начала. Поэтому суетиться и приобретать миллион разных других приспособлений мы сами себе придумали. И сами себя загнали в новое напряжение. А жили, как Адам и Ева. Жили и радовались. И просто вот наслаждались этим миром. И мир наслаждался нами в этом саду Эдема. Ведь на самом деле нас в это ведут. Нам показали, вот куда надо стремиться. Вам не надо много инструментов, миллион инструментов. У вас уже все есть, вам уже все дали. Творец вам все дал для того, чтобы вы жили счастливо. Нет, мы сами напридумывали, что надо вот так, вот так, вот так. Мы сами себя начали обуславливать. Мы сами начали уходить из своего состояния вот этого безграничного соединения с природой, единства с природой. Ну, сами пошли, сами вот себе и нагребли. Ну что ж, давайте будем разгребать теперь, осознавать. У нас ведь очень редко включается вот это чувство меры и состояние. Вот мне вот этого и достаточно. Сейчас это стало проявляться. Стало проявляться в еде, стало проявляться в здоровье, когда мы следим за здоровьем. Многие стали отказываться от таблеток, поняли, что можно и без таблеток жить. И это было изначально нам дано. Многие стали проходить какие-то дыхательные практики, правда, потому что дыхание помогает, дыхание многие вещи делает. Через дыхание мы можем многие вещи сделать, потому что наш организм так устроен. Эндорфины, там много чего-чего, все работает в эту сторону, все соединено, все взаимосвязано. Мы просто потеряли эти связи, поэтому мы себя загнали во что? В страхи, в какое-то напряжение создаем через эти страхи, через какие-то, ну там, например, обиды, претензии. Это все наносное, это все то, что мы сами себе напридумывали. И вот сейчас пришло время, наверное, такой вот переход идет, что мы теперь начинаем осознавать, наконец-то,
Мы проснулись, пробудились и поняли, что ну вот 10 столов мне не надо. Правда. Ну, 4-5 бокалов или чашечек мне достаточно. Потому что большее количество гостей в мою квартиру не влезет, не войдет. Вот это стало в нас включаться, осознанность. И это нас приводит к освобождению от напряжения. И теперь ведь очень многие идут и хотят решить вопросы со страхами, хотят решить вопросы со своими обидами, еще с чем-то, еще с гневом. Очень часто ко мне люди обращаются, говорят, а как я могу вот с этим справиться, а как я с этим справиться? То есть что происходит? Внутри нас происходит вот это стремление все к той же гармонии, к той же внутренней тишине. Или люди приходят и говорят, я устал уже от этих мыслей, просто у меня голова лопается. Мы немножко поделали какие-то практики, и человек выдохнул. Он уже научился освобождаться от этих мыслей, не воевать с ними, не бодаться с ними, а позволить им идти, принять их как есть. Это тоже часть мира. Вот эти мысли уже часть мира. И это просто нужно принять. Просто принять и дать этому быть отдельно от себя. Вот эти разные вещи, они сейчас нам и помогают. И помогают почему? Потому что у нас цель, на самом деле, основная у всех цель – прийти к гармонии, к внутренней тишине и к раскрытию, вот, ну, соединению с этим миром. И когда я так говорю, у меня всегда появляется там внутренняя радость такая, ну, такая хитренькая улыбочка, прям, ну, классно. Так вот в это классно мы идем. И все наши страхи, обиды, претензии, все остальное – это просто продукт, побочный продукт нашей жизнедеятельности. Ну так давайте начнем от них избавляться по-доброму, не разрушая себя, не осуждая себя, потому что это опять даст нам напряжение, а просто наблюдать за любым напряжением и освобождаться от него. Тогда мы будем все время в глубине, во внутренней тишине, в состоянии такого покоя и в принятии мира.